Всем привет, меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал, где мы вяжем, вдохновляемся и делимся теплом. Я рада сообщить, что наконец-то начинается осенний сезон роликов на моем канале. Я этого очень сильно ждала. Если вы подписаны на мой телеграм-канал, то вы знаете, и вы меня поддержали, что практически все лето у вас было осеннее настроение, потому что погода за окном, как у меня, так и у многих, абсолютно не летняя была. И поэтому я так рада, что осень наконец-то наступает, потому что в душе она уже у меня расцвела. И начинаем мы осенний сезон с замечательного мастер-класса на такую шапочку. Это второй мастер-класс спицами на моем канале, и он будет такой простой и быстрый. Вы управитесь буквально за вечер, если даже не меньше. Затягивать не буду, перейдем сразу к ингредиентам. Нам понадобится, естественно, пряжа. У меня такая пряжа Lang Yarns Bold. Такой у нее состав тепленький. И размер 100 грамм на 90 метров. Пряжа достаточно пухленькая. У нее такая плотная большая ниточка. И я использовала ее в 2 нити. Огромное спасибо магазину Минокос, который обеспечил меня этой пряжей. Ссылочка на магазин обязательно будет в описании к этому ролику. Магазин замечательный. И что меня больше всего зацепило в этом магазине, у них так много классной бобинной пряжи, вы не представляете. Я вам настоятельно рекомендую заглянуть в описании и посмотреть, что у них вообще есть. И если вы решите все-таки оформить заказ, у меня для вас, естественно, есть скидочка в 10% по вот этому вот промокодику. Когда оформляете заказ, просто пишите название промокодика в сообщении, и вам обязательно оформят скидочку. Я, кстати, извиняюсь за свой голос, он у меня немножечко дрожит, иногда пропадает, потому что я болею. Но спешу вас обрадовать, мастер-класс сам я успела записать до того, как заболела, поэтому в самом мастер-классе голос у меня нормальный. Потерпите, пожалуйста, еще чуть-чуть. Следующий ингредиент нам понадобится, естественно, спицы. У меня спицы 9 миллиметров и тростик 60 сантиметров. Можете использовать тростик 50 сантиметров, но больше 60 я не советую. Ну и по стандарту нам понадобятся ножницы, крючок для вязывания кончиков или гобеленовая игла, но если используете гобеленовую иглу, берите иглу прям с огромным ушком, потому что пряжа, которую мы используем, толстая. И мало того, что она толстая, я использовала эту пряжу в 2 нити, чтобы она прям получилась такой плотной и объемной, и мне очень нравится результат. Кстати, размер шапки можно очень просто регулировать. Именно обхват регулируем просто количеством набранных петелек. Здесь все очень просто. А высоту регулируем количеством рядов до убавок. Как вы видите, я связала прям маленькую шапочку. То есть это не шапочка для того, чтобы греть ушки, а такая шапочка-аксессуар, потому что одного мотка хватит или на такую шапочку, или на шапочку чуть-чуть побольше. Если вы хотите прям большую шапку, которая будет прям полностью закрывать ушки, тогда вам нужно будет 2 моточка, одного вам вряд ли хватит. О регулировке размера сказала, теперь мы точно готовы начать. Приятного просмотра. Берем пряжу в 2 нитки. Мне нравится работать в 2 нитки, потому что тогда изделие получается таким более объемным. И мне нравится набирать петли на спицу способом крючок плюс спица. Делаю узел на крючке и начинаю набирать таким вот образом. Оборачиваю длинную нитку вокруг спицы и провязываю крючком. Оборачиваю, провязываю, оборачиваю, провязываю. Таким образом нам нужно будет набрать с вами 40 петелек. Плюс последняя вот эта вот останется, мы вот таких вот 40 наберем, и последняя 41, она останется, мы ее вот так вот с вами перекинем в самом конце. Набрали 40 петель, плюс последняя вот эта вот у нас дополнительная. Теперь перекидываем с левой спицы на правую одну, и вот эту вот предпоследнюю мы снимаем. Сняли, затянули. Обозначили начало ряда маркером. У меня нет слишком больших маркеров, поэтому я обозначаю кольцом. И работаем следующим образом. 1 лицевая, 1 изнаночная. Первый ряд мы все время работаем
только за передние стенки. Вот, лицевая за переднюю, изнаночная тоже за переднюю. Если тростик для вас слишком длинный, можете вот так вот вытянуть его, и тогда вам будет вязаться полегче. Вот, например, вот так вот можно вытянуть, и тогда будет полегче вязаться, потому что мой тростик оказался длиннее, чем мне нужен. Закончили первый ряд и перекинули маркер. И начиная со второго ряда и все последующие ряды до убавок мы вяжем таким же образом. Одна лицевая, одна изнаночная. Но теперь лицевые мы вяжем за переднюю также, а изнаночные теперь мы будем вязать за заднюю. Вот за эту стенку. Лицевые над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Таким образом я провязала 20 рядов, и мне этой длины в принципе достаточно. Возвращаю маркер на место, а то он у меня выпал. И следующий ряд будет с убавками. Его мы вяжем следующим образом. Вяжем одну лицевой, одну изнаночной, и следующие две нам нужно провязать лицевой, но для этого нам нужно вот эту вот петельку перевернуть левой стенкой вперед. Теперь у нас и эта левой стенкой вперед, и следующая тоже левой стенкой вперед. И нам их нужно провязать вместе, то есть уводим спицу и за эту, и за эту. Вот так вот уводим спицу и провязываем лицевой. И повторяем то же самое. Лицевая, изнаночная, переворачиваем следующую петельку и провязываем вместе. Возможно, это не самый лучший мастер-класс, но показываю как есть. Мне вот тоже сложно вязать. Если вам тоже сложно, вы не одни такие. И повторяем все то же самое до конца ряда. Следующий ряд выполняем без каких-либо убавок, то есть вяжем просто лицевую, изнаночную и 2 лицевые, так как мы здесь после того, как сделали убавку, у нас получилось 2 лицевые подряд. Мы с вами вяжем лицевую, изнаночную, 2 лицевые. За переднюю стенку, изнаночную, как всегда, за заднюю, лицевую за переднюю и снова лицевую за переднюю. И так далее до конца ряда. Довязали до конца ряда, в следующем ряду мы снова будем делать убавки, но у нас уже количество петелек не равняется 40, у нас осталось только 30 петель, и нам нужно делать убавки в каждую третью, то есть мы будем провязывать вторую и третью петельки вместе, и все будем вязать только лицевыми петлями. Первую провязываем лицевой. Вторую и третью нам нужно провязать вместе. В данном случае петельки лежат правильно, и первая, и вторая лежат левой стенкой вперед. Так и нужно, чтобы убавка была в правильную сторону. Провязываем их вместе. Провязываем дальше 1 лицевая петля. Следующие 2 тоже нужно провязать вместе, но здесь я вижу, что у меня вот эта вот вторая петелька лежит неправильно. Для этого я снимаю первую на спицу правую, снимаю вторую
И возвращаю уже правильной стенкой на левую спицу. И нужно привязать их вместе лицевой петлей. Таким образом вяжем до конца. Следующий ряд провязываем без убавок. Вот я его провязала. И еще один такой же ряд без убавок. Напоминаю, кстати, что мы все вяжем за переднюю стенку, потому что у нас петли лежат правильно и в первом, и во втором ряду. Следующий ряд будет как первый ряд с убавками, но единственная разница будет в том, что у нас все еще только лицевая гладь. Провязываем первую лицевую, вторую лицевую, третью, четвертую нам нужно провязать вместе. Мы меняем стеночку, поменяли одну, поменяли вторую, и нам нужно провязать их вместе. И так до конца ряда 2 лицевые и третью и четвертую провязываем вместе. И самый последний ряд мы просто провязываем лицевыми петлями без убавок. Теперь делаем следующее. Я вот довязала уже последний ряд и будем закрывать. Берем крючок, любой, в принципе, я взяла тот же самый, того же размера. Вдеваем слева направо крючок, таким образом, в петельку, и вытягиваем нитку через эту петельку. Я не полностью в петельку, как мне кажется, ввела, поэтому сделаю это еще раз. Угу. Теперь вдеваем крючок в следующую и вытягиваем вот эту вот большую петельку. И так далее до конца. Еще в одну вдели и вытянули. Вдели и вытянули. После того, как вытянули из последней петельки, оставляем достаточно длинный край, вот так вот вытягиваем, отрезаем, вот этот вот остаточек вытягиваем обратно. Теперь вот эти вот 2 ниточки, которые остались, крючком поменьше. Вот у меня здесь рядом есть крючок 7, если я не ошибаюсь. Сейчас, секундочку. Да, 7 крючок. Попробуем им. Нам нужно повторить все то же самое. Через каждую вот эту вот петельку нам нужно провести вот эту двойную нить для того, чтобы стянуть верх шапки. И после того, как мы это с вами сделаем, после того, как мы переведем через все вот эти вот петельки, нам нужно будет просто вот этот вот кончик запрятать внутрь, вот так вот провести крючок изнутри наружу, вытянуть на изнаночную сторону и там спрятать в вязании, вот с изнаночной стороны. Вы, кстати, можете, в принципе, провести через все вот эти вот петельки еще не 1 раз, а 2 раза, для того, чтобы убедиться в том, что у вас все тут крепко будет держаться. И вот такая красота у нас получилась. Мне очень нравится. Я никогда до этого не пробовала на себе такие прям маленькие шапочки Бини. И я в общем и целом считаю, что шапки мне не идут, но это как будто бы мне идет. Я так ее поправляю, хвастаюсь перед вами, а себя я не вижу, потому что я на телефон снимаю. Но считаем, что она на мне сидит хорошо. По крайней мере, мне так кажется. Сзади она абсолютно такая же, как и спереди, естественно, потому что мы вязали по кругу абсолютно одинаково. И давайте сниму и покажу малышку вот так вот перед вами. Она такая теплая получилась, несмотря на то, что ушки она, конечно, не греет, потому что она у меня короткая. Она получилась прям очень теплая и объемная за счет того, что мы вязали в 2 нити. Я надеюсь, вам понравился результат. Еще раз хочу поблагодарить магазин Минокос за то, что обеспечил мне пряжей для этого проекта. И у меня есть небольшое объявление. Начиная с сентября график
выхода роликов. Возможно, и даже, скорее всего, будет отличаться. Каким он будет, я пока что не знаю. Все подробности будут у меня в телеграм-канале. Пока что ничего сказать не могу, потому что сама не знаю. Но что, как и почему, буду рассказывать у себя в телеге, как всегда. Там будут все новости, и там, в принципе, больше меня, и мы там с вами классно общаемся, поэтому подписывайтесь. А на этом у меня все. Я пошла выздоравливать. Желаю вам хорошего дня. Надеюсь, у вас все получилось. И встретимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.